Всех приветствую! Изучая конструктив ЧПУ у различных блогеров, я заметил и попытался изучить один интересный вопрос. Речь пойдет о варианте, когда в профильную трубу заливают бетон, либо для повышения жесткости конструкции, либо для гашения вибраций. То, что гранит и бетон гасят вибрации, спору нет, но кроме проблемы вибраций есть еще и проблема прочности на изгиб и хрупкости этих материалов. Истина для меня оказалась неочевидной, а люди и мне стали советовать заливать профиль бетоном, и я решил, насколько смогу, разобраться в этой проблеме, и решение было найдено. Я никому ничего не советую, просто объясняю, почему я так делать не стал. Для меня термины «несущая рама» и «станина» различны. Я не использую станину ни из чугуна, ни из труб, залитых бетоном, я использую несущую раму. Она под действием сил изгибается и противостоит силам, возникающим при работе станка, таким как усилия резания и инерционные силы при движении. В расчетной программе я собрал структуру сталь-бетон на профиле 60-60 натрий и нагрузил ее расчетной нагрузкой 1000 ньютонов, что соответствует примерно 100 кг силы. Именно такие параметры я использовал для расчета рамы новой версии своего станка. Для большей наглядности я равномерно распределил усилия по длине балки. Всего я рассмотрел два варианта. Это когда бетон жестко связан со стальной рамой благодаря адгезии. И пока от постоянных вибраций на станке эта связь между профилем и бетоном не оборвалась. И вариант, когда бетон отлип от стали и просто находится с ним на посадке с натягом. Первый вариант не интересен. Бетон вместе с рамой находится под действием динамических нагрузок с переменным значением растяжения и сжатия. В бетоне при таких нагрузках будут со временем образовываться микротрещины, которые будет невозможно ни обнаружить, ни предотвратить. Бетон будет внутри разваливаться, так как наибольшее усилие на изгиб там, а снаружи будет видимость, что все с ним хорошо. Второй вариант более интересен. Бетон отслоился от рамы, но при этом держится в ней благодаря плотной посадке, если, конечно, он заливался не в холодную раму. При таком условии видно, что силы изгиба рамы будут выдавливать бетонный стержень из профиля. Также для меня осталась под большим вопросом способность в таком виде гасить вибрации, так как конструктивно элементы станка связаны между собой через стальную раму, а не через бетонные вставки. По моему суждению, бетон в профиле будет гасить вибрации только внутри профиля, а звуковым волнам ничего не препятствует распространяться вдоль толщи стальной рамы по сварным и болтовым соединениям. Исходя из этого, я не стал использовать в своей конструкции бетон в профиле. Всем спасибо.